Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за вашу поддержку, за ваши лайки, подписки, комментарии, добрые слова, пожелания. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада – перемены на пороге, чего ждать. Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца, один вариант. Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе от результатов расклада, нужно любить себя, искать себя, никогда не сдаваться. Только вы творец своего счастья. Итак, какая девочка пришла на расклад? Первая карта характеризует вас как человека открытого, открытые ладони, готовые к мирному сосуществованию, готовые к тому, чтобы избегать каких-либо конфликтов, избегать, может быть, там каких-то многоходовочек, манипуляций. В идеале хотели бы выстраивать отношения в открытую, честно. Но почему-то вот и следующая карта говорит мне о том, что ваше положение неустойчиво. То ли на данный момент в социуме может быть неустойчиво, то ли вы не можете, к сожалению, найти таких же, знаете, как вы. То есть людей, у которых точно такая же, точно такое же мироощущение, мировоззрение, да, в вашем ближайшем окружении их немного, скажем так. Почему я так говорю? Потому что, видите, на этой карте изображена девушка, тут зонтиком, барышня такая. Рядом вороны сидят. В любой момент эти вороны вспорхнут, там, каркая, и где-то перелетят и присядут точно на такую же жердочку. А девушка бахнется, шандарахнется вниз, при этом больно ударившись. То есть какое-то ваше окружение, я не говорю, что оно враждебно прям настроено, но такое, знаете, как будто бы вы не совсем себя чувствуете в этом окружении, как в своей тарелке, чужая среди своих, да, вот что-то такое. Может быть, это касается именно вот такого ведения коммуникации, да. Может быть, ваше желание где-то, опять-таки, миром и гармонией наладить взаимоотношения, может, не находят достойного отклика. Так, вот эта карта, она означает муза, яркая, харизматичная, привлекательная, как райская птичка, женщина наполненная, энергетически наполненная, женщина, которая талантливо, умеет производить впечатление и удерживать этот фокус внимания на себе может. То есть с вами не просто там приятно ни о чем, да, пообщаться, да, на какие-то поверхностные бытовые темы, вы можете поддержать любую там, уже не знаю, дискуссию, не дискуссию, но разговор многосторонне развито. А вот тут вот следующие карты мне говорят о том, что тут в вашей жизни какой-то мужчина встретился, павлин. Где-то у кого-то самовлюбленный, мужчина, который знает себе цену, мужчина, который себя на пьедестал ставит, его потребности в первую очередь закрываются, а потребности остальных уже по вторичному какому-то принципу. А такие мужчины, я не говорю, что они недостойные, они могут быть очень даже ресурсные, интересные, они как лакомый кусочек для очень многих, так как они могут выгодно подчеркивать свои достоинства, да, фокус на это делать. Тем самым, как бы, дымовая завеса, да, камуфлируются какие-то недостатки, которые есть у каждого из нас. А у этих мужчин недостатки тут как будто бы тем разительней вот этот переход, да, вот, когда они транслируют, показывают себя, какие они там идеальные, какие они замечательные, а в тени остается там очень некрасивые какие-то истории или какая-то информация, которую люди утаивают.
Опять-таки, если бы вы изначально, может, знали о каких-то этих историях из прошлого или о моделях поведения этого человека в отношении других, там, каких-то поступках, да, то вы, может быть, бы так не влюбились, так не очаровались в этого товарища. Рядом карта «Окно в иной мир» говорит о том, что вы, может быть, под воздействием общения с этим мужчиной, или же тут страсть у кого-то роковая, дьявол — это созависимые отношения, сексуальное влечение. У кого-то вот эта карта, она сродни повешенному, как будто бы ситуация подвисла, зависла, совершенно не так начала развиваться, как вы планировали, как вы хотели. Может быть, у кого-то не случился этот хэппи-энд долгожданный. Тут карта человека, который в подвешенном состоянии, страдает. Вполне возможно, вы стали, если отчасти можно так сказать, жертвой в любовной истории в этой какой-то, да. Окно в иной мир — это желание при помощи, может быть, эзотерики, психологии разобраться, понять, почему в вашей жизни произошли эти ситуации, к чему дальше вы идете, и какую-то, может быть, взаимосвязь тут увидеть, да, может быть, для себя разобраться в этих уроках каких-то, дабы они больше не повторялись, эти болезненные ситуации, дабы не быть той самой бегущей по граблям. Вот тут такое вот. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, перемены на пороге. Чего тебе ожидать? Чего тебе ожидать? Чего тебе ожидать? Угу, интересно. Смотрите, у кого-то может объявится, у кого-то информация всплывет о каком-то мужчине. Понятно, этот павлин у нас, да, вышел. Я уже озвучивала характеристику его. Меня радует то, что ваша реакция будет на этого мужчину очень холодной, прохладной. Может, даже неожиданно для себя вы так отреагируете. В принципе, у вас вот тут идет такая тенденция, как замораживание сердечка своего, да. Не хотите давать в сторону, может, этого мужчины, может, даже самим себе каких-то ненужных эмоций, да, не хотите уже, может быть, погружаться в эти эмоции. Тут ваша характеристика, смотрите, с этой стороны как черствое сердечко, с этой замораживание сердечка, посередине карта принцессы. В принципе, это, я так понимаю, в отношении именно какого-то одного мужчины. Вот идет у вас такое чувство, желание, да, ну, судя по вот этим картам, у вас получится взять себя в руки, где-то, может, противостоять даже. Всех нас периодически накрывает, да, может, с головой какие-то эмоции, а тут вам все это получится противостоять. Карта принцесса. По крайней мере, внешне, я вам хочу сказать, не будет считываться то, что вы то ли нуждаетесь в этом мужчине, ну, в принципе, я не вижу этого, да. Тут скорее женщина самодостаточная, женщина развивается, ставит перед собой какие-то планы, идет к ним. Это сродни карте императрицы. Тут лучшие характеристики 4 королев. Тут женщина. И с интеллектом все в порядке, и с внешностью. То есть
энергетика, сексуальность, все нормально, все тут у вас будет с этим замечательно. Так, вот тут вот, опять-таки, у кого-то будет идти параллельно, может быть, провокации со стороны или этого мужчины, или, может быть, какого-то другого мужчины, я вам хочу сказать. У кого-то могут идти вплоть до того, что манипуляции. Смотрите, тут не зря вот карта кукла, золотая клетка, да, вот мужская рука держит эту женщину, и желание посадить ее в эту клетку. С этой стороны карта иллюзии, с этой стороны карта сокровища. Девочки, у кого-то тут будет, может быть, ну, знаете, как торг какой-то. Ну, сейчас объясню, чего это касается. Может там мужчина навязывать свои правила игры, не обязательно этот, какой-то другой. Или в принципе, может быть, со стороны какого-то человека. Тут у кого-то, ну, я не хочу привязываться именно к мужу, к мужчине там. У кого-то, может быть, это даже и рабочие взаимоотношения проиграются, кстати, да. Могут вам пообещать несмертные сокровища, какие-то все блага мира, вся лучшая зарплата, да, бонусы, привилегии. И это своего рода как желание вас заполучить. Но говорят вам, не верьте, карта иллюзии. Вас сознательно погружают в эти иллюзии. Повторюсь, у кого-то это проиграется рабочий, у кого-то это личное, там, с партнером. При этом вам говорят, как будто бы соблюдать, ну, не расслабляться и по карте иллюзии не впадать в эти иллюзии, не поддаваться этим иллюзиям. А тут, скорее всего, если это можно как-то себя обезопасить, даже, может быть, юридически, или в любом случае как будто бы опираться то ли на закон, то ли на здравый рассудок элементарно. Вот эти вот карты мне говорят. Ну, то есть розовых замков не стройте каких-то. Вот как оно есть, вот, допустим, юридически уже сейчас, то так оно и будет. Не берите на себя там какие-то лишние обязательства, там уже, не знаю, какую-то работу сверх нормы, допустим, да, вам за нее не заплатят. В любом случае не так, как обещают. Почему-то мне вот тут подсказка, как будто бы держитесь вот такой какой-то позиции. Тут, видите, фигура стоит за решеточкой. Это карта ограничений каких-то. Тут вплоть до того, что, ну, инициатива даже наказуема в данном случае. Может быть, даже если не знаете ответа на вопрос, вот как повести себя, да, если вам тут будут что-то предлагать, обещать, воздержитесь. Ну, вообще принимать какое-либо решение. Ну, почему-то так. Вот тут опять-таки, вот тут 4 мечей, это же тоже пауза. Это как тут женщина спит, как в анабиоз она впала. И тут карта соль, это еще о чем? Это о том, чтобы минимизировать возможные какие-то ваши потери, утраты. Проще выбрать вот такую вот какую-то, не знаю, стратегию, если можно так сказать, да, присмотреться, осмотреться, не бежать впереди паровоза, не соглашаться на какие-то, вот даже тут могут тут такие вам эти обещать золотые горы, да, или в принципе тут мужчина, может быть это на работе, повторюсь, там какие-то предложения рабочего характера. Тут вот вам говорят, ваша защита в том, чтобы с трезвой головой это все воспринимать и не спешить соглашаться на вот эти какие-то там предложения. Так, что у вас еще? Перемены на пороге, чего ожидать? Карта любовь, отшельник. То же самое отчасти тут почему-то мне идет и в любви, я вам хочу сказать. Тут, может быть, это больше о здоровой самооценке, о каких-то границах, потому что тут карта любовь в вашей жизни, карта отшельник. И дальше карта совместного, ну тут как метафорические карты, как слияние. Видите, тут бабочки, 2 фигурки, мужская, женская, и слияние их, и какие-то бабочки вокруг порхают. Ну, в общем, вы поняли. Тут о чем это больше? Мне о том, что даже во взаимоотношениях, в любовной сфере, у кого-то тут прям как, ну не знаю, как руководство какое-то по карте отшельник, где-то, опять-таки, соблюдаем вот эти вот рамки, границы здоровые, здравые. Тут о том, что, может быть, нужно больше времени уделить себе, тут кому-то обучению, кому-то
Не растворяться полностью в партнере, а на время как будто бы отойти в сторону и подумать о собственных каких-то, о личных ваших там задачах, подтянуть как будто бы вот эту сферу. Тут мне так идет. Ну, дабы не полностью там погрузиться в эту любовную какую-то, опять-таки, сферу, а тут как будто бы нужно гармонично и любовную эту, и там, если у вас там карьерные какие-то амбиции, там, или еще вы там напридумывали себе, может быть, там, не знаю, у каждого свое, да, что вы там напридумывали себе, девочки. Тут вот как будто бы нужно больше погрузиться, задуматься о том, чего именно вы хотите, вне привязки к, там, к партнеру. Так, вот это вот такое у меня вышло. Ну, давайте еще вытащу. Тут даже более того говорят, вы в вот этом отшельничество. Отшельничество — это погружение в себя, это ответы на вопросы получить, которые, ой, не дают вам жить дальше, да, как будто бы нужно пройти этот период, получить эти, может быть, даже болезненные ответы, для того, чтобы обрести наконец-то гармонию. Но на самом деле эти ответы уже внутри вас есть. Как будто бы пришло время их задать самим себе и получить эти ответы. Не знаю, кому-то может это пригодится, но не знаю, тут как просто пожелание тоже. Чего ждать, может быть, со стороны социума, со стороны, ну, не знаю, мне как будто бы нужно лучше ограждать себя от воздействия социума, свою пару, свою вторую половинку, свои отношения. Вот тут вот такое, вплоть до того, что не делиться ни с кем. Там есть какие-то проблемы, я имею в виду с подругами, да, не нужно лишний раз выносить ссоры из избы. Тут такое, тут, скорее всего, это вы помощи, реальной помощи вряд ли вы получите. А тут можно это все усугубить, и тут вплоть до того, что тут карта оппозиция. Вы потом можете и с подругой даже поссориться, так как, может, не захотите ее выслушивать, там какие-то пожелания, и еще усугубить отношения с партнером своим. Почему-то мне прямо так идет, девочки. Ну да, к мудрости вас взывают, по иерофанту. Ой, добро, добро внутри самих себя, свет несите. Где-то, может быть, где-то даже, может быть, более толерантное какое-то, мягкое отношение к близким. Тут вплоть до этого вот так вот. Ну и вообще, что на пороге, ну, будете обучаться чему-то, идти во что-то новое. Мне так тоже это идет. Да. Ух ты. Тут дальше, девочки, сквозь тернии к звездам, то, к чему вы будете обучаться, к чему вы будете идти, вы в этом будете не очень уверенно себя чувствовать, может быть, сразу, да. Ой, вплоть до того, что это будет тяжело вам даваться. Тут карта и неустойчивость, может быть, рядом с вами те, которые будут люди там находиться, обучаться, они в процессе уже более длительное время, да, они более опытные, ну, возможно, даже вы будете прикладывать усилия и будете уставать. Тут вот эти карты об этом говорят. И будут даже зарождаться у вас мысли, что невозможно получить результат. Невозможно. Но вам говорят, вы уже не можете существовать как в прошлом. Вы все равно совершите этот квантовый скачок. Переход у вас будет. Но как будто бы вы сами себя сейчас, вот, да, дабы вы себя не запрограммировали на неудачу. Вам говорят, иди, у тебя все равно все получится. Пробуй. Будет нелегко сразу.
тут говорю, тут будут у вас такие мысли, зачем я в это пошла, тут карта невозможно, этот результат мне невозможно получить, я этого не добьюсь, там что-то. Ну, вам говорят, все, это прошлое уже вас как будто бы уже не держит, вам уже нужен этот квантовый переход, тут скачок этот, вам нужен переход на новый уровень, и вы в него идете. Это будет, это случится. Все, такой у меня расклад, девочки. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.